Добрый день, уважаемые зрители нашего канала. Сегодня мы вам продемонстрируем, как можно завалить блок при онлайне, если не придерживаться определенных правил, то есть не соблюдать четко инструкции, при которых можно сделать онлайн удаленно без каких-либо проблем. Все блоки прошивались неоднократно, все это делается по удаленке, мы делаем это неоднократно. Клиент попросил сделать онлайн обновление, но при этом не подготовился к этому вопросу как нужно. Запускаем наш Accentry. Ждем, пока приконнектится все. Я неоднократно говорил по этому поводу, что нужно обязательно подготовиться правильно, подключить зарядное устройство хорошего качества и поднять напряжение минимум до 13 вольт, при котором стоит это делать, обновление блоков онлайн. Логинимся в центр Daimler для получения онлайн обновления. Будем использовать Accentry 2020.09 версию, так как она из последних поддерживает онлайн обновление. В данном случае нам нужно обновить двигатель по известной причине разжижения масла. Обновление ПО убирает эту проблему с форсунками. Также необходимо заменить клапан вентиляции картерных газов. Выбираем легковой автомобиль. Прошу внимательно смотреть это видео, потому что это важно, чтобы не было таких проблем у вас в будущем. Вы не попадали на деньги и на проблемы, связанные с этим. Не забываем галочку зажигания поставить. Короткий тест происходит у нас. Проверяем обязательно ошибки перед тем, как обновлять. Также рекомендуем, кроме двигателя, обновлять бензонасос обязательно. Ну и коробку передач. АКПП необходимо тоже обновить желательно. Видим, что у нас онлайн есть. Всем известный двигатель SIM 271DE20, самый распространенный, 1.8. Мотор в основном 2 литра бывает, 1.6 ставятся блоки эти. Подключаемся к блоку. Смотрим софты. Переходим в вкладку кодирования. Нужно выбрать вкладку обновления блока управления. Это первая часть нашего видео. Здесь мы рассказываем о том, как не нужно делать, чтобы не увалить блок. Вторая часть будет о том, как поднять уваленный блок. Не надо ничего бояться, даже если вы завалили блок, можно в принципе его без проблем поднять. Но для этого нужно подготовиться перед тем, как делать любой онлайн или вообще прошивку какого-нибудь блока. Видим, что у нас онлайн соединение, ставим галочку. Определяем полномочия. Что у нас есть разрешение на онлайн доступ. И видим, что у нас есть новое ПО. 12 минут занимает. И видим, что у нас функции, какие симптомы основные. То есть это разжижение. Топливо, масло. Разжижение маслом слишком велико. Была специально выпущена новая прошивка блока управления двигателя по этой проблеме. Так как программное обеспечение здесь обновляется через OpenPort, OpenPort китайский, он врет по напряжению. Здесь на самом деле 12,7 было напряжение, где-то на 0,5, на 0,7 вольта врет, если он не перепаян. Ну, начинается у нас закачка.
софта. И начинается обновление. Здесь мы видим, у нас происходит падение напряжения. Мы видим, что у нас напряжение начинает падать. Все ниже и ниже. Об этом предупреждает надпись о том, что напряжение слишком маленькое. Напоминаем, что зарядное устройство подключено клиентом. Но клиент не очень качественно подошел к этому вопросу. И в результате мы получаем сбой. То есть у нас OpenPort отваливается, к центре выкидывает, потому что нет связи. Запускаем повторно к центре. И смотрим, что же у нас произошло. Почему у нас на ровном месте произошел сбой. Подключаемся к машине. Видим, что вроде напряжение у нас нормальное, рабочее напряжение. Еще раз повторяю, что OpenPort обманывает где-то на 0,5-0,7 вольтов. Машина, естественно, не заведена, просто включено зажигание. Заходим в блок двигателя. Короткий тест. И видим, что у нас ошибка. Блок не видится. Красный восклицательный знак у нас горит и надпись откликнула, что у нас блок завален. В следующем видео мы покажем, как поднимается этот блок с помощью онлайна без проблем. Также можно и через видео его поднять, но не в этом проблема суть. Суть в том, что человек не подошел ответственно к этому вопросу и использовал очень древнее зарядное устройство, которое якобы показывает, что 7 ампер, но там я думаю, что и 5 ампер в лучшем случае нет. Спасибо всем за внимание, до новых встреч!